Началась наша очередная экспедиция. Не боюсь этого слова. В этот раз это действительно даже не путешествие, а прям настоящая экспедиция. Сейчас у нас середина апреля. Мы решили выдвинуться в северные чайные провинции Китая. Прежде всего Джэньцзян, значит, Цзянси, потом Аньхой, Фуцзянь и, может быть, даже в Гуандун успеем, пока неизвестно. Как всегда, без обратного билета. Вот. В этот раз взяли с собой Ярослава Сергеевича, который большой молодец. Раньше я, конечно, убрал уже с собой, но не в такие большие именно рабочие поездки, поэтому для него это будет такое боевое крещение. Будем прежде всего искать свежий зеленый чай, конечно же, вот красный чай. Ну, все, чем богаты эти провинции. Фуцзянь, улуны, белые. Вот. Надеюсь, поездка будет результативная. Хочется превзойти самих себя, успеть за довольно короткий промежуток времени многое. Вот. Так что в путь. Ну вот мы приехали к нашим первым друзьям, которые занимаются лунзином. Это фермеры, которые при этом у них такой небольшой, скажем так, как говорится, как даже назвать не магазин, а, скажем, такой некий презентационный рум. Потому что тут как бы несколько фермеров, которыми они работают, и вместе как бы занимаются только лунзином. Вот, сами у них родственники в деревне, а они, собственно, вот продажей занимаются, организацией продукта. Мы сейчас пробуем только что сделанный, по сути, лунзин, который вот на этой неделе. Мы в прошлом году здесь уже брали у них, вот, брали причем, ну, просто один сорт. Вот, вот, нас вот принесли арбузик угостить, потому что мы с дороги только что, то есть мы, собственно, приехали сразу же, даже не зарегистрировались в гостиницу, уже сразу поехали за чаем. Вот, у нас тут 3 сорта. Сейчас будем еще пробовать, потому что тут у нее, она молодец, она не смешивает, она у нее как каждые 2-3 коробки, это как бы партия от какого-то фермера, то есть он не мешает, и поэтому очень большой ассортимент, то есть надо выбирать. О, се. Всем ча. Мне дают арбуз, но я говорю, что сначала лучше чай попробую, а то арбуз весь вкус чая перебьет. А эта машина для того, чтобы из свежесделанного лунзина весь мусор отфильтровать. Тут на самом деле очень простое устройство, просто вот, значит, такой валик, значит, тут сюда загружается свежая мауча, да, вот, лунзина, а потом там вентилятор, который выдувает всю пыль, то есть мелкий такой мусор. Он обычно гораздо легче, чем чайный лист, и там настроен так на подачу воздуха, чтобы выдувать именно вот этот вот мелкий мусор. А лист, он тяжелее, лист остается. Но потом обязательно все равно еще вручную перебирается чай, отсеивается, вот тоже
сидит рядом, собственно, мастер, как говорится, мастер рабочий, обычный рабочий, который просто помогает как бы отбирать, значит, весь этот мусор вручную, то есть отсеивают очень хорошо. Причем это не обязательно даже самый дорогой чай, просто есть добропорядочные продавцы, добропорядочные фермеры, которые отсеивают все полностью очень внимательно. 茶，现在慢慢开始喝中国茶，所以这样子他们还不痛苦。 Ну что же, вот пропили мы несколько сортов, выбрали 3, которые нам действительно понравились. Первый вообще довольно интересный, называется Лудин Байча, то есть это белый чай, сделан по технологии белого чая, но из сырья, который обычно делают зеленый чай лундин. Нам очень понравился, вот, чем-то похож на Анди Байча, но своеобразный все равно. Имеет свою ноту, скажем так. Кроме того, довольно редкий чай, его делают немного. В основном 99% того, что можно встретить с названием лунзин, это все-таки не байча, а именно зеленый чай. Ну и 2 лунзина. Один такой получше прожарки, аккуратное сырье здесь, поменьше листики. Вот, очень красивый, ароматный, покачественный. И наш такой самый простой лунзин, здесь, собственно, сырье попроще, вот, но при этом цена тоже более доступная. Вот, для такого, скажем, зеленого чая на каждый день тоже очень неплохо. Вот, то есть такая вот у нас будет линеечка 3 зеленых. Вот, а завтра, кстати, пойдем к этим ребятам на завод. Вот, посмотрим, как они чай делают. Да, зайцы. Мишки бантик. Сделать Мишке бантик? А зачем ему бантик? А чтобы он заснул хорошо? Его так навернуло. Сейчас сделаем Мишке бантик. Какая проблема? Выбрали чаек, и сейчас под нашим контролем его полностью отсеивают. Вот, это тоже один из таких важных моментов, о которых всегда говорю, почему важно присутствовать лично. Вот, отсеивают всякие ссор, пыль. Вот, уже прогнали через машину, сейчас еще вручную дополнительно отсеивают, чтобы чай был без всякого там листа, пыли там и прочего. Надо еще разных марок. Вот так, вот руками типа делать, да, такие делать? Давай сам тихонечко, только не сильно, не сильно, не сильно. Ну что, пакет положит? А после пакета что будут делать? Пить. Так, Ярик. Мы далеко едем? Да, хорошо, накину, конечно.
Сегодня у нас день прогулки по чайным садам Лунзина. Поднялись в деревню Лунзин непосредственно. И здесь есть довольно знаменитое место, которое называется, если перевести это на английский язык, как здесь перевели, мне даже понравилось, Enjoying Tea at the Dragon Well. Место наслаждения чаем у колодца дракона. Вот. Кстати, конкретно вот в этом небольшом парке в свое время, говорят, пил чай сам император. Именно здесь были какие-то официальные приемы. Вот. И вообще, ну, собственно, знаменитая легендарная деревня, которая здесь есть несколько таких хуторочков. Вот. Каждый имеет свою историю, свою легенду. Вот. И, конечно же, это такое центральное место паломничества всех ценителей чая и, конечно, ценителей зеленого чая. По сути, Лунзин – это самый знаменитый зеленый чай Китая. И, конечно же, это место, оно такое даже, можно сказать, место поклонения, как бы как святыня для настоящих ценителей чая. Вообще Ханчжоу очень славится своими парками, которые окружают знаменитое Западное озеро. И, конечно же, деревня Лунзин тоже не исключение, хоть это и уже другая территория, вот, но она прилегает к Ханчжоу, относится к городу Ханчжоу. Конечно, тоже огромное количество садов, парков. Кстати, я очень люблю гулять, надо в такую, знаете, такую немножко дождливую погоду, потому что обычно меньше туристов. Вот. А если дождь не сильный, то очень приятно, все такое источает свежесть. Это очень действительно красиво, живописно, при этом еще и тихо. Те самые знаменитые 18 кустов Лунзина, которые в 1762 году, по легенде, по историческим записям, именно здесь был император Цяньлун. Он пил чай в этом месте, и с тех пор это вот знаменитые кусты. Они тоже огражены такой оградкой специально, написано, что не собирать, потому что тут бывает довольно много туристов, когда погода получше. Вот, кстати, напомнило мне вот это вот, почему 18, есть тоже такое Шиба-Лохань, 18 архатов, число 18 встречается часто в китайской традиции. Ну и также знаменитые такие маленькие посадки кустов. Можно вспомнить и там 4 куста Дахунпао в Уишань, можно вспомнить посадку небольшую, значит, в Сычуань на горе Мэндин, где тоже как бы знаменитый чайный сад у Лиджэня. То есть это тоже в знаменитых, известных чайных местах Китая очень часто такие вот небольшие посадочки тех самых знаменитых кустов. Конечно же, они уже точно это не те же самые кусты, но это то же самое место. Это знаменитое начало дороги к Львиному пику, или Шифэншань, гора Львиного пика. Это самое вообще знаменитое место, самый знаменитый чай именно отсюда, то есть так и называемый Шифэн Лунзин. Довольно невысокая гора, всего лишь 350 метров с небольшим. Вот. Но история, она уже имеет больше 1000 лет, и, конечно же, это тоже такая Мекка. Вот. Но, конечно же, чай сейчас выращивают далеко не только здесь, то есть вся округа Ханчжоу и даже на сотни километров в расстоянии от Ханчжоу тоже выращивают лунзин. Вот. И причем есть высоты гораздо даже больше, чем здесь. То есть здесь, например, высота всего лишь там 350 с небольшим метров, а места менее известные, там есть, где лунзин выращивают на высоте 1000 метров. Вот. И, конечно же, здесь тоже из-за того, что место знаменитое, чай, соответственно, стоит дороже, но не всегда он прям настолько сильно лучше, чем чай из других регионов. Вот. Просто именно важно, кто и как делает.
Вот у нас знаменитая чайная плантация номер 1. Здесь как написано Шифен, Лунзин, Чае, Цзиди. И еще внизу number 1. То есть первая чайная плантация на Львином пике. Вот, то есть это самое знаменитое, в принципе, чайное место Лунзина. Самый лучший, самый знаменитый, самый дорогой чай именно отсюда. Это, кстати, действительно пик, потому что на очень таких отвесных довольно-таки скалах сделаны террасы. Но так как террасы очень старые, то они вот так вот поросли мхом, даже не видно. То есть кажется, как будто это природного происхождения такое вот все. На самом деле, когда вот здесь именно проходишь, видно, что да, это были выдолбленные террасы просто настолько давно, что уже приобрели облик такого некого естественного горного ландшафта. Вот, на самом деле, конечно же, это все было в такой вот скале выдолблено, да, для того, чтобы сделать ровные площадки для посадки чая. Сейчас на Шифене уже произошел первый сбор. Сейчас середина апреля. Обычно здесь собираются строго на Цинмин. И, собственно, подрезаются кусты. Подрезается довольно такой большой кусок. Вот видно, вот большая высота куста подрезается. Вот, для того, чтобы потом он снова дал мощный рост. Вот, сейчас вот ходит там рабочий, пилой подрезает. И единственное, что здесь слышно и видно, это, собственно, этого рабочего. Сейчас здесь чай уже никто не собирает. Но, кстати, по дороге сюда, на Лунзин, сейчас чай еще собирают, даже несмотря на дождь. Во-первых, он там более простой, во-вторых, там просто еще не все успели собрать. Вот, а здесь, конечно же, уже успели, потому что место, во-первых, не такое большое, не такие большие здесь плантации. А во-вторых, место очень востребованное, чай отсюда очень ценится, и тут, конечно же, ему уделяется предельное внимание. Вот так вот уже выглядит полностью подрезанный куст. Вот, непосредственно перед хлебными дождями, гуюй, как еще их называют здесь, подрезают кусты, и все, уже после этого хорошего чая нет. То есть бывает, что некоторые чай собирают после побеги, которые идут после подрезки, но чай уже такой горьковатый, грубый, нет такой вот этой сладости весенней, которая обычно бывает у цинминского чая, и поэтому он так слабо ценится. В некоторых местах, особенно здесь, бывает даже вообще не собирают, то после подрезки уже, то есть все, ждут следующей весны. Считается, что вообще эта подрезка должна происходить именно как раз вот в Гуюе, как говорил, то есть перед хлебными дождями, но надо сказать, что вот традиционное время, наверное, пожалуй, встречается только вот в этом регионе, то есть в северных чайных провинциях, то есть в Джидзяне, значит, Цзяньсу, Цзяньси. В то время, в императорские времена, скажем так, династии Ци, Мин и ранее, еще задолго до наших дней, тогда как раз чайные сады основные, которые императорские чайные сады, они были именно здесь. И, собственно, здесь гораздо холоднее, чем если взять там Сычуань, Юньнань, и поэтому здесь прям строго соблюдается даже до сих пор. В большинстве мест соблюдается этот сезон. Вот, в то время как на юге Китая, там, конечно же, гораздо теплее, и там чай появляется гораздо раньше Цинмина. То же самое касается и сборов. То есть в некоторых местах, тоже в Гуанси, там бывает круглый год вообще некоторые сорта собирают. Вот, конечно же, да, весенний чай лучше, летний хуже, там осенний нечто среднее. Вот, но, тем не менее, здесь как бы вот эта вот сезонность, она соблюдает очень строго, прежде всего из-за климата. Забавляет, вообще это место довольно-таки, естественно, популярное, тут как бы куча туристов, вот, но все китайские курорты, даже такие, они все, вот у них это нормальная история, там подняться на гору, там метров 200-300 подъема, потом спуск, переходы, и вот так вот даже в таких местах туристических есть локейшены, куда поднимаешься, и тут как бы уже смотришь, так внизу так кто-то там поднялся, а типа нет, лень, обратно, поэтому даже в популярных местах можно найти замечательные уголки, где никого нет, просто потому что им лень сюда подниматься.
Вообще, слияние религии и власти, оно, видимо, имеет еще древние корни, не только в европейской, российской традиции, но и в Китае тоже. То есть это знаменитый монах и правитель округа Ханчжоу, префектуры Ханчжоу, Домпо. А монаха звали Бенса, и они вот часто пили чай, рассуждали о поэмах. Вот. И явно о чем-то еще точно рассуждали, я думаю, не только о поэмах. Чем могут заниматься местные? Только чаем. То есть тут только чай. По цене заметно выше, чем в окрестностях. Там, может, все-таки родина как-никак. Встречаю красный. Красный раньше не так часто делали. Вот, в основном все-таки зеленый больше. Сейчас все больше и больше. Потому что, ну, во-первых, просто разнообразие. Во-вторых, вкусы меняются. Туристы разные приезжают. В том числе еще больше появляется западных туристов. Все-таки место это очень такое известное. Настолько маленького станочка для жаонин я, по-моему, еще не видел. Прям совсем микро. Такое ощущение, что он детский. Вот. На самом деле, тут надо понять, что, конечно, количество местной обработки чая очень небольшие, поэтому ну, станочек тоже маленький. Вот тут станочек для обжарки, станочек для сминания, в общем, для красного чая как раз. Вот. Ну и там парочку котлов. Все очень небольшое, потому что объем производства небольшие. Главный туристический такой аттракшн непосредственно здесь, в деревне Лунзин, это такие котлы электрические, на которых обжаривают чай. Тут действительно распространено довольно много ручная обработка чая, то есть делают это достаточно часто. Большинство, конечно, чая производится на таких уже станочках, которые тоже имитируют действия руки, такие вот обжаривают. Вот. Но, тем не менее, все равно тут много очень видов котлов в каждом практически доме. Если есть какие-то выход на улицу, есть туристы, обязательно стоит котел. Если туристов много, сидит кто-нибудь чем-нибудь жарит. Мы попросили хозяина этого котла, потому что он сам ничего не жарил. Ярик собрал тут в горах чуть-чуть чая вместе с девочкой-китаянкой. И мы попробуем его пожарить. Всем чая чуть-чуть. Все, Ярик, давай, собирай свой чай обратно. Где там ты его достал? Стой. Все, пожарил. Дома теперь будем сушить.哦，这个你这样卖？这个你这样卖50块？50块。一盒，特别小盒，一斤多少钱1斤500。对。知道了。Ну так, конечно, все-таки туристическое место, оно и есть туристическое место. Чай не очень, цены очень. Тут, конечно, есть хороший чай, его надо тут очень конкретно поискать.
Работа сборщицы чая опасна и трудна. По крайней мере, в данном конкретном случае видно, как сборщица вот сейчас лазит по практически ответственному склону. Видимо, может быть, ручей там подточил его. Там когда-то были террасы. Видно, что кусты так вот хаотично довольно растут. Прям практически вот на склонах. На самом деле, в Уишане, например, вот таких вот плантаций не увидишь. Все-таки там растет все на ровной поверхности. Либо в долине между склонами, значит, да, либо, наоборот, на плоскогорье. Пике, если он плоский, да. Вот. Но где-то здесь вот видно обрыв, да, и вот там, пожалуйста, 3 сборщицы лазят, там, держась за кусты, там как-то пробираются. Вот. Нелегкий труд. В любом китайском парке, особенно если он красивый парк, особенно если какое-то известное место, обязательно встречается несколько парочек, которых фотографируют свадебные, значит, делают свадебные фото. Причем, кстати, такая индустрия довольно развитая в Китае, то есть так иногда смотришь, там, что тут они организуют, какой-то там искусственный дым сейчас над рекой вот запускали, бедную невесту, значит, там посадили чуть не в кусты, то есть они постоянно пытаются что-то там придумать. Но самое интересное, что здесь в одном и том же месте сразу 2 пары, то есть буквально через реку там уже фоткается тот другой. Вот, очень забавно. Но, кстати, оборудование у них довольно крутое, то есть так смотришь, человек 7-6, там ассистенты, гримеры, значит, то есть так вот прям готовятся серьезно к этому.